Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Татьяна, и сегодня я предлагаю вашему вниманию тест, который касается русского этикета. Я буду зачитывать вам вопросы, а вы вспомните, как поступают в подобных случаях в вашей стране, и подумайте, как могут поступать русские люди. Итак, у меня для вас 16 вопросов. Первый вопрос. Можно ли при знакомстве спрашивать о возрасте? Мужчин можно спрашивать о возрасте, женщин, я думаю, не рекомендуется. Это считается дурным тоном, и ни одна русская женщина в идеале не скажет вам правду. В лучшем случае она будет отшучиваться, в худшем это вызовет агрессию. Русская женщина должна выглядеть всегда красиво и молодо, и любое упоминание о возрасте ее печалит, как мне кажется. Поэтому вы можете часто услышать на дне рождения женщины такие тосты, как «выпьем за твои 18 лет», «выпьем за твои 20 лет» и тому подобное. Так что не спрашивайте, сколько мне лет. И на всякий случай мне 27. Второй вопрос. Можно ли спрашивать о размере заработной платы? У нас, в принципе, спрашивают о размере заработной платы, сколько ты зарабатываешь, но не ждите, что вам ответят правду. Лучше при первой встрече, конечно же, об этом не спрашивать. Нормально, когда об этом спрашивают родственники или друзья, но опять-таки не факт, что вам ответят правду, потому что русские любят прибедняться во избежание зависти. Третий вопрос. Можно ли, придя в гости, спрашивать о стоимости дома, квартиры? Я считаю, что можно, но не сразу. Если дом, квартира обошлись хозяину дорого, то он непременно захочет похвастаться, похвалиться и, скорее всего, сам вам скажет об этом, или же такой вопрос только обрадует его. Четвертый вопрос. Можно ли, получив подарок, сразу же его смотреть? Насколько я помню, раньше не было принято сразу же открывать подарок, это считалось дурным тоном. Поэтому чаще всего, когда дарили подарок, то даритель говорил, что находится в пакете, а тому, кому дарили подарок, мог в него заглянуть или просто поблагодарить. Но сейчас, в принципе, у нас сразу открывают подарок как знак внимания, уважения. Я думаю, что, в принципе, сейчас это не столь важно. Если много гостей, то, конечно, открывать сразу все подарки, наверное, не получится, как-то будет неуместно и не совсем вежливо по отношению к остальным людям. Пятый вопрос. Можно ли приходить в гости без предварительной договоренности? Раньше, когда телефоны были не в каждом доме, не в каждой квартире, это было, конечно же, в порядке вещей. Но в наше время все так заняты, что все-таки визит лучше согласовывать. Это касается и друзей, и родственников, потому что, возможно, человек был занят, замотался, или у него поменялись планы, он мог забыть о вас, о том, что пригласил вас. Поэтому я думаю, что все-таки лучше позвонить перед приходом, перед визитом. Шестой вопрос. Когда можно звонить, после какого часа до какого часа? Считается, что чужому человеку нельзя звонить до 9 утра и после 9 часов вечера. Но если вы хорошо знаете своего друга и уверены, что он не спит, то, конечно, вы можете звонить и раньше, или позже. Седьмой вопрос. Принято ли писать открытку с благодарностью за подарок, приглашение? У нас никто этого не делает. Восьмой вопрос. Поздравительные открытки. Когда, с каким праздником и как поздравлять? Приняты ли печатные стандартные тексты или нужно писать от руки? Раньше, конечно же, писали от руки, но сейчас просто покупают открытки с готовыми пожеланиями. При желании вы можете дописать что-то от себя или просто подписать открытку своим именем. Девятый вопрос. Уход гостей. Как уйти из гостей раньше, не обидев хозяев? Нужно ли предупреждать об этом? Конечно, нужно обязательно предупредить, что вы уходите, и еще лучше попрощаться со всеми гостями. Желательно, чтобы у вас была веская причина. Если ее нет, то ее стоит придумать. Говорить, что вам скучно или у вас есть дела поважнее, конечно же, не стоит.
10 вопрос – комплимент. Какие комплименты кому и когда делаются? Я считаю, что комплименты – это всегда приятно, и их можно делать даже незнакомому человеку. 11 вопрос. Кому и когда можно и нужно давать советы, рекомендации, настойчиво предлагать помощь? Конечно же, не стоит давать советы, если вас не просили, особенно малознакомым людям. Ваши взгляды на жизнь могут не совпасть, и вы наживете себе врага. 12 вопрос. Что приносят в подарок, приходя в гости, например, на день рождения? Безошибочный вариант подарка для женщины – это цветы, только не гвоздики и нечетное количество. Четное количество только на похороны. Гвоздики дарят мужчинам, также приносят эти цветы на похороны, возлагают на могилу и различные памятные обелиски. Мужчине можно принести в подарок алкоголь. Также часто приносят торт, но этот подарок также стоит согласовывать, чтобы не оказалось, что у хозяев уже есть 5 тортов. 13 вопрос. Сколько раз в день можно говорить «здравствуйте» одному и тому же человеку? Приветствовать одного и того же человека можно только 1 раз в день. В противном случае вы рискуете услышать ответ «виделись уже?». Чтобы привлечь внимание, вы можете сказать «здравствуйте еще раз». 14 вопрос. Нужно ли перед приходом в гости, если уже было приглашение, позвонить и сообщить об этом? Кому приходят без предварительного звонка? Без предварительного звонка можно приходить к родственникам и друзьям. Если малознакомые люди пригласили вас на какой-то праздник, день рождения или свадьбу, например, то предупреждать не обязательно. Но если это какой-то юбилей, не знаю, какой-то небольшой праздник, да, то лучше все-таки, мне кажется, позвонить и предупредить. Возможно, о вас забыли. Это мое личное мнение. 15 вопрос. Нужно ли пропускать женщин вперед, входя в помещение, в машину, в общественный транспорт? Да, конечно, женщин следует пропускать. Но первым в лифт входит мужчина, а выходит женщина. По ступенькам первой поднимается женщина, а спускается первым мужчина. Это хороший тон. Конечно, сейчас это не всегда соблюдается. Также знакомым женщинам принято открывать двери, пропускать их вперед, помогать выйти из машины общественного транспорта. И, конечно же, садиться в машину тоже следует помочь. 16 вопрос. Если студент опоздал на занятие, должен ли он, входя в аудиторию, извиниться и поздороваться? Конечно, должен поздороваться, должен извиниться, но сделать это тихо, чтобы никому не мешать, то есть практически шепотом. Друзья, надеюсь, этот тест вам понравился, а эта информация была полезной. Если так, ставьте мне лайк. Подписывайтесь на мой канал. Спасибо за внимание. Также напишите в комментариях к этому видео, как поступают в этих случаях в вашей стране. Нам всем будет очень интересно об этом узнать. Спасибо, что смотрите мои видео. Пока!